За последнее время я посмотрел несколько малоизвестных лесных фаунд-футаж хорроров. Некоторые приятно удивили, а некоторые разочаровали. И сегодня я расскажу о 6 разных фильмах, которых объединяет только одно – лес. Начать хочу с Bosque Sintra 18. Uma presença maligna por nós. Eu não confio em todos. Há uma entidade. Muito ao Bruno. Это очень малоизвестный фаунд-футаж из Португалии и, насколько я понял, единственная работа его режиссера. Он сам написал сценарий, сам снял фильм, был оператором и сам сыграл главную роль. К сожалению, никакого перевода на русский нет, поэтому смотреть придется на португальском языке с английскими субтитрами. Почти весь фильм группа идет через лес к месту, где должен пройти ритуал. Все остальные знают, куда идут и зачем, не знает только оператор. Он постоянно расспрашивает участников, снимает короткие интервью, и вместе с ним зритель тоже начинает понимать, что вообще происходит. Мне понравилось, что фильм не вываливает всю информацию сразу, а собирает ее небольшими кусками по дороге. Хотя из-за этого первая половина фильма может показаться затянутой. Я все ждал, когда начнется уже что-нибудь. Потом понял, что без этого знакомства половину группы я бы вообще не запомнил, хотя некоторые персонажи все равно показались лишними. Почти до середины фильм вообще не пугает. Основное время занимает дорога через лес и разговоры участников. Когда группа наконец приходит к месту ритуала, настроение фильма меняется. Еще мне понравилось, что фильм пытается объяснить, откуда вообще взялись эти записи. Перед некоторыми сценами появляются текстовые комментарии, словно кто-то уже после всех событий пытался установить хронологию по найденным материалам. Правда, с гличами, на мой взгляд, перебор. Сначала они смотрятся нормально, но потом их становится слишком много. Несколько раз хотелось, чтобы запись перестала разваливаться и можно было спокойно смотреть, что происходит. Финал фильма мне понравился. После него сразу вспоминаешь несколько предыдущих сцен и начинаешь связывать их между собой. И ради этого до конца досмотреть точно стоило. Если любите медленный фаунд-футаж, где важен сам путь, а не только развязка, то Bosque Sintra 18 я могу рекомендовать. А если ждете, что фильм с первых минут будет держать в напряжении, то скорее всего он покажется слишком неторопливым. Следующий фильм Evidence. Wow, look at how pretty this is, you guys. Come on, Brett, you gotta like this. Look at this. That's pretty cool. It's gorgeous, man. На первый взгляд, это обычный лесной фаунд-футаж про компанию друзей, которая отправилась в поход. Компания идет через лес, ставит лагерь, подкалывает друг друга, и постепенно начинают происходить первые странности. Ничего особенно страшного поначалу нет. Лес сам создает напряжение, и постоянно кажется, что где-то рядом кто-то есть, хотя фильм почти ничего не показывает. Where did you get that? Come on, you guys weren't even a little bit scared at all. Не буду спойлерить почему, но примерно с середины фильм начинает подбрасывать одну идею за другой. И из-за этого он становится совсем не похож на то, что было в начале. За этим интересно наблюдать, потому что вообще не понимаешь, что произойдет дальше. Но лично для меня в какой-то момент всего этого становится слишком много. Я думаю, поэтому первая половина мне понравилась больше. Она держится на неизвестности и почти ничего не объясняет. Во второй половине фильм пытается вместить слишком много разных идей, и из-за этого уже не ощущается таким цельным. Однако скучным я его точно не назову. Наоборот, он постоянно удивляет и не идет по самому очевидному пути. Просто такой резкий переход между двумя половинами понравится не всем. В итоге Evidence могу рекомендовать. Но лучше заранее понимать, что после середины фильм сильно меняется. Если вам нравится, когда история постоянно подкидывает что-то новое, то скорее всего он вам зайдет. Но если больше любите фильмы, которые остаются до конца тем, чем были в начале, то вторая половина может понравиться уже меньше. Третьим фильмом оказался Something Walks in the Woods. И вот его я, честно, вообще не могу рекомендовать. Начинается все довольно интересно. Главному герою присылает история о загадочной фигуре, которую местные жители якобы регулярно видят в лесу. Он приезжает разобраться, общается с очевидцем, копается в местных легендах и получает разрешение провести ночь в этом месте. Первые минут 20 действительно интересно наблюдать, куда все это приведет. Но потом в фильме вообще ничего не происходит. Большую часть времени герой просто сидит в темном лесу, переставляет камеры, что-то комментирует и ждет. При этом вообще ничего не видно, так как он не взял даже фонарика. Я спокойно отношусь к медленному фаунд-футаж, поэтому проблема не в темпе. Проблема в том, что это ожидание почти ничем не вознаграждается. Есть буквально пара интересных моментов, но остальное время ничего интересного. В итоге идея расследования оказалась интереснее самого расследования.
Из этой истории мог вполне получиться хороший атмосферный found footage, но фильм почти не развивает свою главную идею и большую часть времени топчется на месте. Из всей сегодняшней подборки именно Something Walks in the Woods я бы пропустил. Посоветовать его могу разве что тем, кто уже пересмотрел почти все в жанре и продолжает искать совсем малоизвестные проекты. Для всех остальных, как мне кажется, есть варианты намного интереснее. Далее по списку Beyond the North Woods. No. It's just right there. There's nothing in there, Paul. И скажу сразу, если хотите именно страшный хоррор, то это вообще не тот случай. Начинается фильм как обычное расследование. Главный герой вместе со съемочной группой приезжает в лес, чтобы разобраться с загадочными исчезновениями людей. Понравилось мне здесь больше всего то, как построена история. Фильм постоянно подкидывает новые детали, но почти до самого конца не дает ответов. И сначала не понимаешь, зачем вообще нужны некоторые сцены. Только ближе к концу все постепенно складывается в единый сюжет. Без минусов тоже не обошлось. Темп здесь очень медленный, а главный герой временами очень сильно раздражает. Но если ждать, что фильм будет постоянно пугать, то скорее всего останетесь разочарованы. Хотя лично и для меня это не стало большой проблемой. Ну и после финала захотелось пересмотреть некоторые сцены, потому что уже воспринимаешь их по-другому. Если вы любите фильмы, которые интересно собирать по кусочкам, то Beyond the North Woods вполне могу рекомендовать. Только не ждите от него привычного лесного хоррора. Пятый по списку Into the Forest. Если смотрели «Ведьму из Блэр», заметите сходство почти сразу. Сам режиссер назвал этот фильм трибьютом, и это хорошо чувствуется во время просмотра. История начинается с расследования легенды о ведьме, из-за которой в лесу уже много лет пропадают люди. Трое героев приезжают собрать материалы, общаются с местными жителями, записывают интервью и постепенно готовятся к походу. Ну и как обычно, из-за этого фильм разгоняется довольно медленно. И для хоррора продолжительностью чуть больше часа первая половина получилась уж слишком неторопливой. Сами герои при этом мне не особо понравились, поэтому ждать, пока история наконец начнет двигаться дальше, было не так интересно. Ближе к последней трети фильм становится заметно лучше. Появляется больше напряжения, есть несколько действительно жутких моментов, хотя не так много, как хотелось бы. В итоге фильм оставил смешанные впечатления. Как любителю found footage мне его посмотреть было интересно, но назвать фильм чем-то действительно запоминающимся не могу. Но если вы любите found footage и уже пересмотрели основные фильмы жанра, Into the Forest вполне можно попробовать. Остальным же рекомендую посмотреть более сильных представителей жанра. И напоследок, Survive the Hollow Shows, фильм, с которого вообще началась идея этой подборки. Наткнулся я на него совершенно случайно, особенного ничего не ждал, но в итоге он мне очень понравился. Поначалу он больше похож на фильм про выживание, чем на хоррор. Главный герой уходит один в лес и показывает то, как он выживает. То есть показывает, как он строит себе жилье, как добывает воду, добывает еду. Этому уделяется достаточно много времени, и все это выглядит очень правдоподобно. И когда в лесу начинает происходить всякая жуть, главный герой не забывает обо всем остальном. То есть он по-прежнему ищет еду, укрепляет свой шалаш и пытается выжить. Из-за этого происходящее выглядит намного естественнее, чем в большинстве фильмов. При этом сам хоррор тоже развивается постепенно. Сначала странные звуки ночью, потом следы и все больше намеков, что в лесу герой совсем не один. Напряжение растет почти до самого финала. Yeah, this is somebody's old campsite. Конечно, без минусов не обошлось. Когда нам в конце показывают страшное, то становится заметен небольшой бюджет. Для меня это, наверное, был самый слабый момент фильма. Однако к этому времени атмосфера уже успевает сделать свое дело, поэтому впечатление это почти не испортило. Для меня Survive the Hollow Shows оказался лучшим фильмом в этой подборке. Ведь именно после него мне захотелось искать другие found footage, которые почти полностью происходят в лесу. Однозначно рекомендую всем любителям found footage и особенно тем, кто любит медленные фильмы с хорошей атмосферой и историями про выживание. На этом все. Честно могу сказать, этот небольшой марафон оказался намного интереснее, чем я ожидал. Конечно, далеко не все фильмы в этой подборке одинаково хорошие, но почти каждый смог чем-то запомниться. Где-то понравилась атмосфера, где-то необычная идея, а где-то стало понятно, как точно не стоит делать. Но если знаете какие-то малоизвестные found footage хорроры, то обязательно напишите в комментариях.
Спасибо, что досмотрели до конца. Если подборка понравилась и хотите видеть побольше таких видео, поддержите ее лайком и подпиской. Всем пока!